Прошлым летом, закончив колледж, я решила поступать в институт в Санкт-Петербурге. Озвучено Гаррет Надо сказать, что Сторис. это решение далось мне непросто. Я очень не хотела оставлять свою маму. Мы обе понимали, что пока я учусь, мы будем очень редко видеться. Мы живем в поселке рядом с Владивостоком. Семья у нас не богатая, я бы даже сказала, что бедная. Но мама всегда старалась делать все, чтобы я вырвалась из такой жизни. Она экономила буквально на всем, жили тем, что росло на огороде. Мясо покупали редко. После школы я уехала учиться в колледж во Владивосток, и мама тащила все хозяйство на себе. Со своей маленькой зарплаты она умудрялась посылать мне деньги и продукты. А когда я принесла ей диплом колледжа, она с гордостью объявила, что сумела скопить сумму, достаточную на билет на самолет до Москвы или Санкт-Петербурга. Выбор города она предоставила мне. Я была против. Говорила, что можно найти поближе, а деньги всегда есть куда потратить, например, на ремонт дома, или даже использовать их как первоначальный взнос за квартиру во Владивостоке. Мама настаивала, говорила, что это ее мечта – дать мне возможность изменить свою жизнь, свое будущее. Короче, я выбрала вуз в Санкт-Петербурге. Мы стали разрабатывать этот вариант. Первым делом надо было найти комнату или квартиру. Аренда оказалась дорогой, а все дешевые варианты находились за городом, и туда нужно было добираться на машине или на электричке, до которой еще надо было долго идти. От этих вариантов мама категорически отказалась. Она сказала, что это опасно, по вечерам возвращаться в электричке, и она с ума будет сходить каждый день. К обсуждению подключилась соседка. Она послушала нас и сказала, что у нее в Санкт-Петербурге живет какая-то дальняя родственница ее покойного мужа. Она ушла искать ее номер, а когда вернулась, радостно сообщила, что уже позвонила и даже договорилась, что пожить можно у этой родственницы и бесплатно. Только присматривать за домом нужно и ходить за продуктами, так как родственница пожилая и сама выходит из дома редко. Мы с мамой очень обрадовались. Работу по дому я не боялась, приученной к ней с детства. Да и пожилые люди мне нравятся, с ними так интересно говорить, и у них столько разных историй. Тем более эта бабушка прожила в Санкт-Петербурге всю свою жизнь. Она может мне многое рассказать про город. Словом, посчитав все это за добрый знак, я, нагруженная гостинцами для этой бабушки, отправилась в Санкт-Петербург. Вылет задержался на 2 часа, и в Санкт-Петербург я прилетела уже ночью. Метро и автобусы еще ходили. Я впервые уехала так далеко от дома и жадно глазела по сторонам из окон автобуса. Читала все вывески, пока эскалатор в метро вез меня куда-то очень глубоко. Несмотря на позднее время, я была взбудоражена, сна ни в одном глазу. Меня распирал новый мир, возможности, знакомства с новыми друзьями. Я надеялась и ждала только лучшего от нового города. Возможно, он станет моим домом, думала я. Через 40 минут я добралась до дома родственницы соседки. Дом я нашла не сразу, а спросить было не у кого. Ночью в спальных районах практически нет людей. И вот я у подъезда. Набрала код на двери, зашла в в парадную. Поднялась на 3-й этаж и позвонила в дверь. Тишина. Я расстроилась. Самолет опоздал, и пожилая бабушка, конечно, спит. Тут же на меня навалилась усталость. Я прижалась ухом к двери. Ни одного звука. Ну вот, и куда теперь идти ночью? На гостиницу я не могу сейчас тратить, тем более летом они жутко дорогие и много туристов. Я решила позвонить еще раз. Если никто не откроет, то искать другие варианты ночлега. Я позвонила в дверной звонок. Снова послушала его трель в глубине квартиры, и снова никто не открыл. Я взяла сумку и вызвала лифт, как вдруг дверь квартиры распахнулась, ударившись об стену. Появилось такое ощущение, что пока я звонила, меня рассматривали в глазок и чего-то ждали. На пороге стояла пожилая женщина, от вида которой усталость резко уступила чувству тревоги и страха. На грузной оплывшей фигуре был надет засаленный халат-балахон. Неопрятные волосы свисали прямо по оплывшему лицу, сползая сальными прядями на шею. Она стояла босая, и пальцы ног были сжаты в кулаки, как бы странно это ни звучало. Она стояла и смотрела на меня, не мигая, а вокруг нее раздавалось шумное, хриплое, жуткое дыхание. Она с усилием разлепила рот. С приездом, деточка! И искривила рот без передних зубов. Я готова поклясться, когда она шипела эти слова, дыхание не прекращалось. Оно даже стало громче, перекрывая ее собственные слова. Я перестала дышать. Сигнал лифта вывел меня из ступора.
Я бросила в кабину лифта сумку, вскочила следом и стала лихорадочно жать на кнопку нижнего этажа. Двери лифта уже закрывались, когда я услышала хриплый и грубый голос. Догони ее. Я не помню, как я добежала до метро. Единственное место, которое я знала в этом городе, был аэропорт. Туда я и поехала. Ни за что на свете я не останусь в одном городе с этим. Маме я сказала, что не успела, что прием уже закончен. И до сих пор она не знает, что на самом деле случилось.